Прошел уже первый месяц лета, а роликов на моем канале все нету. Ну что ж, вы этого дождались. В этом ролике вы увидите, как прошел мой первый месяц лета и с какими трудностями я сумел столкнуться. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну что ж, я вам должен был рассказать об этом еще в конце мая, но что-то не сложилось. Но это мы опустим. В начале июня поставил себе цель по улучшению своего тела за 3 месяца. И главным фактором улучшения тела стал бег. Да, поначалу он давался легко, я бегал вообще как будто бы я бегаю всю жизнь, хотя я бегать ненавидел, и мне бег очень сложно давался. И я думаю, ну неужели наконец-то я научился бегать? Недолго песенка играла. После моего приезда в Беларуси я иду пробовать бегать. И все то, что я бегал первые 2 недели, оно просто улетучилось. И я как будто бы первый раз пришел бегать за всю свою жизнь. Я по сей день бегаю, сегодня уже 1 августа. Да, простите, что ролик так задержался, просто были моментики, которые я не мог записать просто по факту. И по сей день я бегаю, ну и по сей день у меня разваливаются мышцы ног, мышцы рук, мышцы головы, потому что приходится думать, как избавиться от этого. Но я по сей день бегаю, я не сдаюсь, и я надеюсь, что все будет идеально. У меня есть еще целый месяц на то, чтобы проверить и добиться своего результата. Помимо бега я также занимаюсь воркаутом, начал заниматься отжимания, подтягивания. Вот это все мы опустим. Это будет в каком-то другом ролике, но не в ролике про то, как я провел первый месяц июня. Ну что ж, а теперь переходим ко второй части. Ну что ж, вторая часть посвящена моему развитию, что ли, я не знаю, уже в соцсетях. За май-июнь я понял 2 вещи. Ну даже не 2, я понял множество вещей. И я захотел развиваться в блогерство. Я уже пробовал развиваться, да. Я помню, я начинал с самого раннего возраста. Тогда даже не думая, что у меня один какой-то шорт сможет залететь на 11 тысяч просмотров. И на меня подпишется 291 человек. Я думаю, из этих 291 человека никто сейчас не смотрит мой канал. Но я думаю, что мы именно с этого количества начнем продвигаться дальше. И первым, что я хочу сказать, то что надо продвигать свой телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании, и сейчас где-то вылезет название. Дальше я собираюсь скоро стримить на Твиче, уже где-то в середине августа, я думаю, я все подключу и запущу свой первый стрим. Надеюсь, этот ролик выйдет скоро, через неделю после августа, ну то есть 7 августа. И я очень рад, что именно начинаю с такого количества подписчиков, честно. Это хотя бы не с нуля. Ну что ж, а теперь переходим к третьей части. Ну что ж, третья часть для кого-то самая интересная. Кто-то только ради нее на ролик и зашел, потому что она будет такая большеватая, скажем так. Начнем с того, что в конце мая, в начале июня у меня появляется некое состояние, что-то типа чувств, я не знаю, как это еще описать. Я тогда не знал, что это. Мой организм принял это за чувство. Ну, принял и принял, как будто бы что такого. И чувство с этим человеком было интересное. То, что мы с ним во второй половине июня ехали в Беларусь на 5 дней. Я продумал все 20 дней, которые я был пока не в Беларуси. Я продумал все до мелочей, но не продумал одно но. Через 1,5 недели после того, как у меня появляются все чувства, я решаюсь признаться другу, что у меня есть чувства к человеку. Ну вот признаюсь я ему, говорю, вот, у меня появились к этому человеку чувства, все дела. Ну, я тогда принял, что это за чувство, на самом деле это нифигашеньки не чувства. Ну и вот, все как бы хорошо, я продумал все исходы, я ехал в Беларусь,
в смысле уже подготовленный, что либо у меня будет пара, либо я остаюсь без друга одного. Я еду в Беларусь, и как я все продумал, что на ночной гулянке я все это признаю, все дела. Ночная гулянка у нас со 2 по 3 дня. И как бы во 2-й день я замечаю, что она как-то игнорит меня чуть-чуть. Я не обратил внимания, ну, забил. 3 часа до момента X. 3 часа до момента X. Мы заселяемся в отель. Первая группа идет на ночную экскурсию, а мы во 2-й. И мне друзья, которым я рассказал во 2-й день, что я хочу сделать, говорят: брат, она знает. И ладно, если бы это просто мне сказали, она знает, но мне еще и сказали, что если я признаюсь, то со мной перестанут общаться. Перестанет общаться тот человек, которому я признаюсь. А чтобы вы понимали, я очень сильно дорожу нашей дружбой, нашим общением. Я вообще не хотел бы как-то прекращать с ним общение. И я даже не могу вам описать чувства, которые у меня тогда были, потому что я не помню, что у меня там было. Мне просто говорят: она все знает, если сделаешь, она перестанет с тобой общаться. Это просто какой-то не пойми что. И я тогда забил. Но все бы но еще есть одно но. И мне еще друзья, когда говорили это, рассказали одну вещь. То, что тот друг, которому я первому рассказал, он ей это и рассказал. Я тоже в афиге. Потому что этот друг, я его считал лучшим другом. Вообще, он крутой. Для меня он лучший друг, хоть мы с ним и так сильно общаемся, но он пиздец какой друг. Герман, если ты это смотришь, какой ты Ну, не скажу, что ты пиздатый, я пиздача, но, блядь, ты охуенный друг, несмотря на все твои проебы. Так вот, вернемся к теме. Собственно, что я говорил. Мне говорят, что он рассказал. Я этого друга начинаю, Германа, игнорить. И я не помню уже на какой день, вроде бы с 3 по 4. Ну, что-то ночью мы играли в покер, все дела. И скажу так, что меня не хотели поначалу звать, потому что там был этот человек. Окей, я лежал, смотрел все тиктоки, все дела, думал, что я не так сделал, почему не выбирают не меня. Но как-то я уже подумал, что нахер, будто бы я уже осознал, что это были не чувства, и чувств у меня больше романтических нету. Да, дружественные остались, но романтических нету. И потом, когда этот человек уходит из покера, зовут меня, мы играем, все дела, и вдруг я решаюсь отойти в свой номер буквально, за газировкой. Этот друг, который рассказал, идет в мой номер и рассказывает мне всю историю. Вкратце могу сказать, что он рассказал ей практически сразу, как я ему рассказал. И он это сделал по его истории, чтобы не потерять меня и не потерять этого друга, которому хотел признаться. Этого человека. Собственно, этот человек хотел очистить список мужских друзей, скажем так. И я в этом списке был. И мой друг, чтобы не разбивать мне сердце, решил сказать ей все.
Честно, я думаю, что у каждого мнение свое, но я думаю, что если бы он не говорил, а меня бы до Белоруссии просто выкинули из друзей, я бы к нему более лучше как бы отнесся, чем когда мне вот напрямую говорят, что меня заигнорят, что если я признаюсь, ну, типа, мне поставили перед фактом. Я не знаю, как это еще историю описать, но получается вот такая вот нелепая история, но зато, как только мы сели в поезд уже в Москве, чтобы приехать домой, через полчаса мне прилетает от нее сообщение, как будто бы до этого случая. То есть, а, как обычное наше общение. Не сказать, что я обрадовался, потому что у меня к этому человеку теперь, ну, не сильно большое доверие. И не знаю, я как-то мне было, ну, типа, радостно, но не настолько радостно, если бы она сказала да. По итогу я так и не признался. Но я решил, зачем. Лучше сохраню дружбу, общение лучше сохраню, все дела. Поэтому по сей день мы общаемся, и с тем другом Германом мы тоже общаемся. Вот так и подошла к концу третья часть данного видеоролика, последняя, заключающая, самое интересное в моем июне.